Готовность мяса идеальная. Кость сходит практически чистая, вы только посмотрите. Всем большой привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю ребрышки на мангале, но не совсем обычным способом. Многим из вас это будет интересно, а большинство из вас, я уверен, захотят попробовать повторить этот способ и повторить этот рецепт приготовления. Ну, начинаем. Начнем мы с того, что подготовим ребрышки. Ребрышки у меня сегодня просто загляденье. Перво-наперво мясо необходимо помыть, просушить и снять верхнюю вот эту пленку с кости. Кусок у меня большой. Запекать я сегодня буду в решетке, поэтому необходимо мне его разделить. Разделю я его ровно пополам. Для маринада я буду использовать готовую смесь специй для шашлыка. То есть здесь у меня уже все, что необходимо есть. Высыпаю я в миску это и добавлю примерно миллилитров 70, я думаю. Может чуть больше, масла достаточно. Так, все это хорошо перемешаю. В эти специи я соль добавлять не буду, потому что соль здесь уже присутствует. Но если вы будете использовать какие-то свои травки, соль добавляйте всегда из расчета 1 чайная ложка на 1 килограмм мяса. Специи постояли, можно двигаться дальше. Начну я, пожалуй, с меньшего куска. То есть здесь толщина у нас, видите, стандарт. Здесь с этим кусочком я ничего не буду делать. В первую очередь я смажу его со стороны кости. Сделаю это прям руками. Края также необходимо хорошо промазать. С маленьким куском мы закончили. Теперь возьмем тот, что побольше. Здесь мяса гораздо больше, чем в нижней части. Итак, чтобы все у нас хорошенько промариновалось, применим небольшую хитрость. А именно, сделаем вот такие неглубокие надрезы. То есть сильно глубоко надрезать не надо. Выливаю сверху маринад. И также хорошо все это втираем, чтобы маринад попал во все разрезы. Переворачиваем и повторяем манипуляции. Специи раскрылись, аромат стоит просто невероятный, комната ими заполнена. Сейчас мне осталось только накрыть гастроемкость пленкой и оставить мясо помариноваться примерно час. А пока мясо маринуется, мы приготовим соус барбекю. Для соуса мне понадобится небольшая головка лука. Ее нам необходимо нарезать достаточно мелко. Также для соуса мне понадобится головка чеснока и 1 болгарский перец. Его нам необходимо на этом этапе запечь. Возьмем большую вилку и при помощи газовой горелки доведу перец до необходимого мне состояния. Конечно, можно было это сделать и над газовой плитой, но, как говорится, не понтуется только беспонтовый, поэтому я и не смог удержаться. Готовый перчик отправляем в целлофановый пакет и дадим ему немножко пропариться. Так он будет гораздо легче чиститься. А пока перчик отдыхает, можно мелко нарезать или натереть чеснок. И теперь перец можно легко очистить. Смывать запеченную кожицу перца под струей воды я не рекомендую, так как тем самым вы избавитесь от этого чарующего аромата костерка и дымка, который нам необходимо передать соусу. Теперь все это нарежем. Все, можно переходить к плите. В разогретую сковороду наливаем немного масла и отправляем туда лук с чесноком. Немного обжариваем и добавляем чайную ложку коричневого сахара. Далее я добавлю сок 1 апельсина. Мне необходимо его немного выпарить. Теперь добавим перец. Половина столовой ложки лимонного сока.
пол чайной ложки имбиря, пол чайной ложки свежемолотого перца, чайную ложку копченой паприки. Теперь добавим сюда пол-литра тертой мякоти томатов. Как только соус закипел, добавим чайную ложку французской горчицы. Теперь я добавлю яблочное пюре и чайную ложку меда. Далее у нас идет столовая ложка винного уксуса и 2 столовых ложки соевого соуса. И как только соус достаточно загустеет, добавим последний ингредиент, пол чайной ложки, ну примерно чайную ложку цедры лимона. Можно использовать также и лайм. Это все дело вкуса. Все, соус достиг необходимой мне консистенции. Теперь я его выключаю и подожду, когда он немного остынет. Это превзошло все мои ожидания. Соус реально очень вкусный. Скорее всего, завтра пару-тройку баночек я закрою на зиму. Уверен, и вы, попробовав, последуйте моему примеру. Для более гладкой текстуры я пробил соус блендером. Конечно, этого можно и не делать. Все зависит от ваших предпочтений. Соус готов, ребрышки полежали. Самое время продолжить. Берем фольгу. Так. Выкладываем на нее ребрышки. Вот так вот. Будет самое то, что надо. Заворачивать ребрышки будем по принципу шаурмы. Положу я сюда для пущего аромата пару веточек базилика. Вначале подворачиваем края. На этом этапе действуйте осторожно, чтобы ничего у вас не надорвалось. Далее накрываем ребрышки с этой стороны. И теперь вот так аккуратно придерживаем, чтобы подвернутые края у нас не раскрылись, заворачиваем наши ребрышки а-ля шаурму. Теперь нам необходимо завернуть еще 1-2 оборота так, чтобы закрылись края боковые, то есть чтобы исключить вероятность того, что впоследствии что-то может надорваться и сок вытечет. Этого нам не нужно. Отмеряю необходимое количество фольги, где-то чтобы на пару оборотов примерно хватило. Точно так же мы заворачиваем края. Теперь делаем верхний нахлест. И все это дело заворачиваем вперед. Все, отлично. Теперь, я думаю, сок никуда не денется. Со вторым куском делаем то же самое. Уголь готов. Теперь нам нужно его разгрести, освободить середину, распределить уголь равномерно по краям. В общем, ориентируйтесь по размеру вашей сетки. Всего нам нужно продержаться 1,5 часа. Каждые 15 минут не забываем переворачивать. В общем, подкинул я туда еще в середину буквально пару штук. 2 уголька. Вот так будет самое то, что надо. Учитывая, что ребрышки у меня там 1/2 прям мясистые, немножечко я добавил. Время на исходе. Теперь снимаем. Сейчас я отодвину так в сторонку. И весь вот этот уголек, который у нас есть, я еще немножко подсыпал. Сейчас я его сюда сдвину, чтобы он весь разгорелся, пока я буду делать необходимые манипуляции. Так, все, пусть разгорается. Все, идем на стол. Так, что тут у нас? Так. Вот, сомнений нет, все готово. Насколько все сочное получилось. Теперь нам осталось сделать еще одно действие. Перед тем, как мы уже будем наслаждаться нашими ребрышками. Берем соус, который мы приготовили. И все хорошенько им смажем. Теперь переложим все это на решетку. И также все хорошенько смажем.
Уголек подоспел уже, все готово. Все, и сейчас буквально пару минут с каждой стороны придаем красивую корочку. И все, и снимаем, будем дегустировать. Да, красота какая. Я даже не знаю, что здесь можно сказать, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита.